Индия – прекрасная страна пряностей и чая. Где-то там, в далеких высокогорьях, при лестнице с красной точкой на лбу собирают травки в корзину, а после полного песнями и плясками называющего трудового дня возвращаются к своим мужьям. Да, ошибки здесь нет, именно общее число. Обычай многомужества, разумеется, еще более варварский, чем многоженство, до сих пор распространен в Индии и в некоторых местах. И все началось в глубокой древности, буквально тысячелетия назад, когда эти ваши арии, столь восхваляемая нацистами нация, поощряла нездоровые отношения. Так Драупаси, которая жила около 4 тысячелетий назад, вышла замуж сразу за 5 братьев Пандавов, а старший из братьев проиграл ее в кости роду Кауравов. Так вот, с этого события и началась Великая война богов, описанная в Махабхарате. Всякие древние ядерные войны, которые любит описывать РЕН-ТВ, это все оттуда, из Драупаси. Многомужество встречалось не только у ариев, оно с успехом распространялось и на соседние народы. Помните эти прекрасные фрески, на которых индийские принцы и принцессы занимаются всякими непотребствами? Да, все оттуда, вот вам цитата. В области Граманарии, в Стрираджи и Бахлики многие юноши находятся на равных правах в женских покоях, будучи женаты на одной и той же, и женщины наслаждаются ими или по одному, или сразу, сообразно своей природе и обстоятельствам. Один держит ее на коленях, один угождает поцелуями и прочим, один ласкает нижнюю часть, один лицо, один туловище, и они действуют так постоянно, чередуясь. Кажется мне, что дамы были весьма не против, тем более если учесть, что индийские принцы носок не носили и дамам не нужно было стирать в 5 раз больше. Сплошные плюсы еще каждый зарплату отдавал. А вот у горцев Гималаев или жителей южной части Индии многомужество – это необходимость. Конечно, сейчас подобное встретить довольно тяжело, но вот пару сотен лет назад было весьма распространено из-за бедности. Земля здесь грустная, неплодородная, хозяйство бедное. И вот чтобы не делить и так маленькие земельные участки, когда женился старший брат, все младшие также автоматически могли ей пользоваться, женой брата. Странная история, но именно за это мы и любим Индию, за ее самобытность и уникальность культуры. После недели любви старший брат передавал жену второму по возрасту также на неделю и далее по списку. В российских общагах в случае свидания с дамой на дверную ручку вешали что-то заметное вроде галстука. Индусы для обозначения собственной недели отношений оставляли свою обувь перед дверью общей жены. Так всегда было ясно, чья сейчас очередь. И главное, никакого принуждения. Жена, если вдруг какой-то из мужей ей будет не мил, могла отказать ему. И все. Мужчине приходилось идти в монахи, так как найти свою собственную супругу без земельного надела задача невыполнимая. А вот жена могла погулять и на стороне, дав шанс абсолютно постороннему мужчине быть с ней ту же неделю. И если тот хорошо себя проявит, жениться и на ней тоже. Матриархат, скажете вы? Нет, не совсем. Да, женщинам дозволялось многие вольности, которые в наше время мы посчитали бы ненормальными, но даже в таких обстоятельствах мужское слово никогда не было ниже слова женского. Более того, есть свидетельство того, что в склонном к некому матриархату общество мужчины не становятся более мягкими и женственными, как можно было бы подумать. Так наиры в XIX веке считались очень агрессивной народностью, представителям которой уступали дорогу остальные народы. Они тяготели к матриархату и многомужеству. Но вот пришли португальцы, сбили с наиров спесь и все. Те признали свое подчинение европейцам. Тарават – семейная ячейка наиров. В наиболее законченном виде наблюдается в Малабаре. В XVIII и в первой половине XIX веков у них каждая взрослая женщина имела несколько мужей, которые всегда принадлежали к иному тараваду, а каждый взрослый мужчина имел несколько жен из числа членов других таравадов. Мужчина при заключении брака дарил женщине кусок ткани, а потом должен был делать жене небольшие подарки во время каждого из 3 великих праздников. Прекращение дарения означало расторжение
расторжения брака. Муж ночевал у жены время от времени, при этом он оставлял оружие у двери ее комнаты, чтобы служило предупреждением для тех ее мужей, которые пришли бы позже. Эти связи мужа и жены исчерпывались. Мужчина кормил и воспитывал только детей сестер и детей дочерей сестер. Вот такие дела в современном обществе. Многомужество также встречается, но не поощряется по этическим причинам.